Тут другое надо говорить. Нужно говорить, что у России не по синьке шапка оказалась. Просто они замахнулись Это понятно. на уровень, на который они не в состоянии обслужить. Да? У них очень плохо со стратегическим планированием, потому что они по Украине. Это страна, с которой они имеют 400 лет общей истории пребывания в одном государстве, и 2300 километров общей границы и куча экономических интересов и связей. Они постоянно ошибаются в оценке нас. Они не ошиблись с волонтерами, с обоими Майданами, с волонтерским добровольческим движением, с тем, как мы успеем восстановить боеспособность вооруженных сил Украины и с реальной мотивацией нас на сопротивление. Ошиблись на каждом этапе, потратили миллиарды долларов, перессорились со всем миром, потратили тысячи жизней, ничего не добились, не вышли даже на административные границы Луганской и Донецкой области. Их планы в Харькове провалились, в Одессе провалились. Я бы расстреливал просто на месте Путина таких планировщиков. Но он плохо знает дело, за которое он взялся. Он захотел заиграть в клубе великих держав и не понимает, с кем он сел играть за карты. Он воспринимает то, что они ему не бьют бутылкой по голове во время переговоров, выжмут руки, он думает, что можно играть с этими людьми. Их игра покер. Они хорошо и долгосрочно планируют. Они начали валить нефть. Россияне над этим смеялись и не верили. Что мы имеем теперь? Нефть по 20. И она продолжает снижаться. Падать, да. Продолжает снижаться. Падала, Тем да. более, это схема, которая давно отработана с Афганистаном. Еще Советский Союз так завалили. Что ж там валить, то Россию. А кроме того, смотрите, они просто посмотрели, как Путин себя ведет. Пытались его долго уговаривать. Помните, в Риме саммит, потом в Брисбене саммит в Австралии. Пытались еще как-то объяснять. Понимаешь, что человек невменяем. Вот просто невменяемый. Да? Консилиум собрался. Мир же един, экономика едина, несмотря на частные противоречия. Эти люди выработали механизмы совместных договоров. Для этого существует G7, G8 и так далее. Они все собрались, G20 и прочее, сказали, но если они такие невменяемые, значит, их уход, они сделают все, чтобы уйти с части рынков, а давайте мы эти рынки распределим между собой. Например, рынок Турции, там 13%, от 13 до 17, по разным оценкам, нефть и газ идет из России. Саудовская Аравия, Катар сказали, так мы сейчас вам обеспечим, товарищи, просто, а что такую долю взять, нифига себе, миллиардом на $20 в год, я так понимаю. И вот, и все, и сейчас это окажется вот эта странная конструкция под названием Российская Федерация с обезумевшим населением, где 90% сумасшедших, которых накачал телевизор, да, вот, или в состоянии смотреть, и лидерам, которые в референды создают искаженную картину мира, абсолютно искаженную. И они же все уверены, что они сейчас дойдут до Ла-Манша просто вот таким вот броском. Либо победят всех экономически. Да. Это люди, которые живут в абсолютно искаженной реальности. В абсолютно. Они просто не чуют ног под собой. Они не понимают, что происходит и так далее, и так далее. Их просто аккуратно выложат и вот так вот аккуратно, вертя на тарелке, как котлету, разделают и скушают. Вы посмотрите, с какой скоростью. Мы можем посмотреть на сбитый бомбардировщик. С какой скоростью туроператоры турецкие перестроились на Юго-Восточную Азию. Немедленно Боинги вышли за туристами во Вьетнам и в Китай. Как будто знали. А может быть и знали. С какой скоростью китайцы договорились с Таджикистаном, Туркменией и так далее. Через 2 дня объявили, что все. О поставках газа. Это транзит. Да. А представляете, что такое транзит? Транзит согласовать это в 6-8 месяцев интенсивных переговоров. Они на 3-й день объявляют, все, обойдемся без территории России. Это значит, это было согласованное действие. Согласованное, заранее все уже знают. Короче, это тот самый случай, когда делят шкуру неубитого медведя и правильно делают. Это принятое решение на уровне мирового консенсуса. Покончить с с российской политикой, если не с Россией как государством, понимаете? Вот и все. Его сожрут с потрохами, как бы они ни, потому что они идиоты. Им уделили место в 8, нифига себе. Они стали тем, кем они хотели. 7, да. Надо было играть по правилам цивилизационного мира и двигаться со всеми, развивать и так далее. Они решили против сыграть. Но вот мир им показывает, как это бывает, когда ты с ними играешь против. Понимаете?